На дне Тихого океана в 2000 милях от побережья Новой Зеландии ученые наткнулись на странный подводный рельеф. Это открытие, сделанное в 2020 году, вызвало бурю обсуждений среди исследователей. Формы, напоминающие древние структуры, выглядели так, будто кто-то когда-то построил на этом месте целый город. В то время как большинство экспертов отмахивались от этой находки как от естественного образования, другие начали раскапывать архивы и искать упоминания о потерянных землях. Исследования, проведенные в течение последующих месяцев, показали, что подводный рельеф — не единственное доказательство. В древних манускриптах нашли упоминания о континенте, который мог бы затеряться в течение тысячелетий. Названия, такие как Му, Атлантида и другие, звучали как легкий шепот древнего мира. Однако ни один из исследователей не мог указать на точное местоположение этого загадочного континента, пока не появились карты, созданные в XV веке. На одной из таких карт, обнаруженной в архиве Ватикана, можно было увидеть континент с ясными границами и даже с обозначениями горных цепей и рек. Эти карты привлекли внимание ученых, которые начали сопоставлять их с современными данными о тектонических плитах. В результате начались обсуждения, как именно этот континент мог оказаться под водой и почему его существование оставалось в тени на протяжении столь долгого времени. Ключевым моментом стали археологические находки в районе Тихого океана. В 2022 году группа исследователей обнаружила подводные руины, которые, согласно предварительным оценкам, могли принадлежать цивилизации, существовавшей более 10 тысяч лет назад. Осколки керамики, статуи и инструменты, найденные на глубине, подтвердили теорию о высокоразвитой культуре, которая могла насчитывать тысячи жителей. Несмотря на это, часть ученых оставалась скептически настроенной, утверждая, что эти находки могли принадлежать современным мореплавателям, потерявшим свое судно. Однако многочисленные радиоуглеродные анализы показали, что возраст находок значительно превышает 100 лет, и их связь с древними цивилизациями становится все более очевидной. Параллельно с археологическими находками, современные технологии продолжали открывать новые горизонты в исследовании океанов. Специализированные подводные дроны и морские исследовательские судна, оснащенные современным оборудованием, начали обследовать ранее недоступные районы океана. Используя георадары и многосекционные эхолоты, они стремились выявить не только рифы и скалы, но и возможные следы древних строений на дне океана. Научное сообщество было в ожидании, когда же появятся новые данные, которые окончательно подтвердят или опровергнут существование скрытого континента. Каждый новый день приносил новые загадки и открытия, и вопрос о том, действительно ли этот континент когда-либо существовал, становился все более актуальным. Исследователи понимали, что на кону стоит не только изучение древних цивилизаций, но и возможность открыть новые горизонты для науки и человечества. В июле 1923 года группа археологов, работающих в Тихом океане, обнаружила подводные структуры, которые напоминали остатки древних зданий. Эти находки произошли всего через несколько месяцев после обсуждений о существовании потерянного континента, и вскоре команда оказалась в центре внимания научного мира. Объект находился на глубине около 30 миль от побережья Новой Зеландии и сразу подтвердил существующие теории о затонувших цивилизациях. Первые исследования показали, что эти строения были сделаны из неизвестного материала, который не поддавался тщательному анализу. Специалисты попытались провести рентгеновское сканирование, но результаты оказались неясными. Стены зданий имели необычные знаки и гравировки, которые не соответствовали известным языкам. Это стало стимулом для лингвистов и историков, которые начали работать над расшифровкой найденных символов. В августе того же года команда решила провести подводные раскопки. Используя мини-дроны и водолазное оборудование, археологи начали исследовать один из больших объектов, который больше всего походил на храм. Внутри них нашли обломки статуй, которые изображали существ, напоминающих мифических животных. Эти находки вызвали споры среди мифологов, которые начали сопоставлять их с легендами о потерянных цивилизациях. Параллельно с раскопками геологи продолжали изучать структуру дна. Они обнаружили, что эти руины расположены на пересечении нескольких тектонических плит,
что подтверждало теорию о том, что континент мог быть частью массивной Земли, которая когда-то существовала на этом месте. Пробы, взятые из окружающих слоев осадочных пород, также показали, что здесь не раз происходили сильные землетрясения и volcanic activity. С каждым днем находки становились все более разнообразными. В сентябре археологи наткнулись на древние артефакты, такие как орудия труда и украшения, которые позволили сделать предварительные выводы о жизни людей в этом регионе. Неподалеку была найдена гробница, в которой сохранились останки человека, облаченные в странные ткани, которые не поддавались разложению. Научное сообщество с каждым днем все больше интересовалось этими находками. В конце ноября тысячи людей следили за новостями с места раскопок, и каждый новый артефакт вызывал бурные обсуждения. Некоторые исследователи предполагали, что эти руины могли принадлежать затонувшей цивилизации, которая обладала выдающимися навыками в архитектуре и искусстве, в то время как другие утверждали, что это всего лишь следы менее развитых культур. Тем временем на поверхность всплыли слухи о том, что правительство Новой Зеландии планирует ограничить доступ к зоне раскопок. Этот шаг вызвал протесты среди ученых и археологов, которые опасались, что такие меры могут затормозить дальнейшие исследования и закрыть доступ к уникальным находкам для будущих поколений. Общество стало делиться мнениями о том, как лучше сохранить это наследие и продолжить исследования. В начале декабря группа археологов решила провести пресс-конференцию, чтобы обсудить значимость своих открытий и призвать к поддержке для дальнейших исследований. Это решение стало переломным моментом, и вскоре внимание к находкам возросло. Заданные вопросы о будущем континента становились все более острыми. Что скрывается под водами Тихого океана и какие тайны еще ждут своего открытия? В начале 1924 года, после бурной пресс-конференции, ученые начали получать международное внимание. Если вам нравится погружаться в тайны океанов и открывать забытые континенты, почему бы не подписаться на наш канал? Ваши лайки и донаты — это как подводные дроны для нашего творчества. Они помогают нам исследовать глубины еще больше. А если хотите поддержать нас, ссылка в описании и QR-код на экране сделают это проще простого. Научное сообщество стало делиться мнениями о значении находок, и исследования получили финансирование от нескольких крупных университетов и частных фондов. Однако вместе с растущим интересом возникли и проблемы. Некоторые правительства начали вмешиваться в исследования, полагая, что находки могут оказать влияние на их геополитическое положение. Среди них выделялось правительство Новой Зеландии, стремившееся контролировать активность в океане, побоявшись, что открытия могут привлечь внимание к возможным ресурсам или даже территориальным спорам. В результате команда археологов столкнулась с новыми ограничениями. Они были вынуждены запрашивать разрешение на каждое новое исследование, что замедляло процесс. Тем не менее, научные исследования продолжались. В марте команда решила провести анализ образцов, взятых с находок. Группа химиков и биологов присоединилась к археологам для изучения орудий, тканей и других артефактов. В ходе анализа они обнаружили, что некоторые образцы содержат следы неизвестных органических веществ, которые не соответствовали никаким известным материалам. Это открытие стало еще одной загадкой на пути к пониманию культуры, когда-то населявшей этот скрытый континент. В то же время среди археологов начала ходить информация о том, что некоторые предметы исчезают из хранилищ. Очередная находка, древний амулет, покрытый загадочными символами, пропала прямо из лаборатории. Команда была в шоке. Сигнал о краже быстро распространился, и начались слухи о том, что кто-то пытается предотвратить дальнейшие исследования для своих собственных целей. Это лишь добавило напряжения в атмосферу и сплоченность команды. В мае 1924 года, во время очередной подводной экспедиции, команда наткнулась на объект, который не был отмечен на их картах. Это был огромный подводный вход в темный туннель. Участники экспедиции, охваченные волнением и страхом, начали обсуждать, стоит ли исследовать его. Некоторые считали, что это может быть подводный храм или даже путь к оставшимся частям затонувшего континента. Другие же выражали опасения о безопасности и о возможных последствиях. Команда приняла решение спуститься в туннель. Освещение дронов выхватывало из темноты странные формы и структуры. Внутри туннеля они нашли гравюры на стенах, которые изображали сцены из жизни неизвестной цивилизации, жившей здесь тысячи лет назад.
Однако при дальнейшем исследовании стало очевидно, что эти изображения содержат много мрачных мотивов, связанных с жертвоприношениями и древними ритуалами. Внезапно один из дронов зафиксировал движение. На экранах мониторов появилось нечто, что напоминало силуэт, скрывающийся в тени. Сердца исследователей забились быстрее. Кто или что это было? Вопросы о возможной угрозе или о наличии оставшихся членов древней цивилизации стали неотъемлемой частью обсуждений среди ученых. Волнение нарастало. Каждый понимал, что они стоят на пороге чего-то важного, но что именно ждет их в глубинах океана. В июле 1924 года команда археологов, взволнованная недавними находками, решила обратиться к старинным картам, которые были обнаружены ранее. Эти карты, созданные в XV веке, содержали множество загадок и символов, которые могли оказать ключевую роль в понимании континента и его истории. Исследователи начали анализировать их в надежде найти указания на местонахождение дополнительных артефактов или даже целых участков затонувшей земли. Когда один из картографов, профессор Смит, начал расшифровывать символы, он наткнулся на странные пометки, которые указывали на места, где якобы находились подводные города и храмы. Профессор предположил, что эти места могли быть связаны с недавними находками в туннеле. Вдохновленные новыми данными, археологи начали планировать экспедицию для исследования этих координат. С каждым днем научное сообщество становилось все более напряженным. Вскоре появилась информация о том, что несколько правительств вели тайные переговоры о возможном разделе прав на найденные артефакты и на исследование континента. Конфликт интересов усугублялся и начавшимися судебными разбирательствами из-за прав на находки, так как некоторые участники команды начали предъявлять требования на результаты работы. В это время неопознанные силы начали преследовать команду. Исследователи стали замечать таинственные фигуры, наблюдающие за ними с расстояния, и слышали шепоты, возникающие ночью. Некоторые члены команды начали паниковать, опасаясь, что их исследования привлекли внимание кто-то, кто не хотел, чтобы древние тайны были раскрыты. Обостренная атмосфера создала разлад между участниками группы, и таинственные исчезновения вещей все больше настораживали их. Первая экспедиция в поисках указанных на старинных картах мест началась в начале сентября. Погружаясь в неизвестные воды, команда столкнулась с огромными подводными образованиями, которые действительно напоминали храмы и городские улицы. С каждым новым погружением исследователи обнаруживали все больше доказательств существования развитой цивилизации. Внутри одних из сооружений нашли остатки статуй и предметы, которые подтверждали теории о высоком уровне жизни и культуре. Однако в процессе исследования стало ясно, что некоторые из этих строений были разрушены, и следы разрушений были явно свежими. Археологи пришли к выводу, что кто-то уже проводил здесь раскопки и оставил свои следы. Это открытие вызвало новый виток конфликтов внутри команды, так как некоторые начали подозревать, что их соперники из других стран могут действовать нелегально, чтобы захватить найденные артефакты. В конце сентября, когда напряжение достигло предела, команда организовала встречу, чтобы обсудить свои действия. На повестке дня стоял вопрос о том, как лучше защитить свои находки и не допустить дальнейших инцидентов. Обострившиеся внутренние конфликты угрожали единству группы, и каждый новый день приближал их к катастрофе. Теперь им нужно было не только исследовать скрытый континент, но и защищать его от тех, кто стремился заполучить его тайны в свои руки. В начале октября 1924 года, когда напряжение внутри команды достигло критической отметки, исследователи решили использовать современные технологии для обеспечения безопасности своих находок. Команда обратилась к ведущим специалистам в области подводной археологии и технологии, чтобы разработать более эффективные способы защиты и исследования зон затонувшего континента. При помощи дронов нового поколения, которые были оснащены камерами с высоким разрешением, команда смогла проводить глубокое обследование местности. Усовершенствованные эхолоты позволяли получать детальные карты дна, что позволяло исследовать ранее недоступные участки. Участники экспедиции надеялись, что такие технологии помогут им не только в поисках новых артефактов, но и в информировании о возможных угрозах. Во время одного из погружений, когда дрон исследовал участок недалеко от обнаруженного храма, он зафиксировал нечто странное на экране. В нескольких милях от основного места раскопок появился другой подводный объект, который не был отмечен на картах.
Команда решила организовать экспедицию для его изучения, полагая, что он может быть частью затонувшего континента. Спустившись на дно, исследователи были поражены размерами сооружения. Оно напоминало древний город, который не только сохранился, но и выглядел, как будто его построили вчера. Стены были украшены рельефами, изображающими сцены из жизни людей, которые, как казалось, были связаны с морской культурой. Внутри нашли предметы, которые могли бы оказаться ключом к пониманию ее истории, но также начали возникать новые вопросы о безопасности. Члены команды заметили, что их навигационные устройства стали работать неустойчиво. Причина оставалась неясной, но они начали подозревать, что кто-то может воздействовать на их оборудование. Это добавило еще больше паранойи в атмосферу, и конфликты внутри группы стали обостряться. Каждый видел в остальных потенциальную угрозу, и доверие трещало по швам. Тем временем, в ответ на новые находки, правительство Новой Зеландии усилило свои действия. Поступила информация о том, что к исследовательской зоне направляется флот, который мог бы блокировать доступ к раскопкам. Это вызвало панику среди археологов. Они понимали, что находки могут быть утеряны навсегда, если не предпринять решительных шагов. В конце октября команда решила провести встречу, на которой собрала все данные о находках. Обсуждение приняло острый характер. Кто-то предложил обратиться за помощью к международным организациям, чтобы обеспечить защиту находок, в то время как другие настаивали на том, чтобы действовать самостоятельно, не подавая никаких сигналов внешнему миру. Разногласия достигли предела, и некоторые члены команды начали готовиться к самостоятельному выезду с раскопок, опасаясь, что вскоре они могут оказаться под контролем властей. На фоне нарастающего напряжения дрон, исследующий подводный город, зафиксировал движение. Одновременно с этим на экранах мониторов появилось сообщение о том, что к их позиции приближается незнакомое судно. Команда поняла, что время на исходе и необходимо принять решение. Им нужно было действовать быстро, чтобы сохранить свои находки и не допустить их захвата. В начале ноября 1924 года, когда напряжение достигло своего предела, команда приняла решение о проведении экспедиции в неизвестные зоны подводного города. Местонахождение судна, которое приближалось к ним, нарастало, и оставалось всего несколько часов до того, как исследователям нужно будет покинуть свои позиции. Они понимали, что это может быть последняя возможность исследовать древние руины, прежде чем их закроют или захватят. Команда собрала все необходимое оборудование и сформировала группу из самых опытных дайверов и археологов. Они загрузили дронов, камеры и другие инструменты на подводное судно и подготовились к спуску. Экспедиция была рискованной, но исследователи были полны решимости не упустить шанс раскрыть тайны, которые, возможно, хранил этот затонувший континент. Спустившись в воду, группа быстро прошла к новым координатам, отмеченным на старинных картах. Стены подводного города начали предстают перед их глазами, и их захватили величие и загадочность увиденного. Гравюры на стенах становились все более сложными, и казалось, что они рассказывают историю о том, как эта цивилизация достигла своего могущества, а затем неожиданно исчезла. Пока команда изучала руины, дрон, который они оставили на поверхности, внезапно зафиксировал движение. Экраны показали приближение незнакомого судна, и это вызвало панику. Исследователи понимали, что их могут обнаружить в любой момент. Внутри группы разгорелась дискуссия. Некоторые предлагали немедленно покинуть место раскопок, в то время как другие настаивали на том, чтобы продолжить исследование, пока есть возможность. В конечном итоге решено было разделиться. Часть команды осталась для изучения новых находок, в то время как остальные отправились к поверхности, чтобы отследить приближающееся судно. Дайверы, остававшиеся под водой, продолжали фиксировать находки. Они обнаружили не только артефакты, но и странные символы, которые явно указывали на наличие какого-то ритуала, связанного с морем и подводными существами. На поверхности команда, наблюдая за незнакомым судном, поняла, что это военный корабль. Они обменялись взглядами, полными тревоги. Они знали, что время на исходе. Внезапно один из членов группы поднял крик, когда заметил, что к ним приближаются еще несколько подводных дронов, которые явно принадлежали не им. Команда на поверхности начала действовать, чтобы предупредить своих товарищей о возможной опасности. В это время дайверы в подводном городе решили, что они не могут покинуть место, не исследовав его до конца. Они нашли огромные двери, ведущие в темный зал, где на стенах находились загадочные символы, казавшиеся неразгаданными. Внутри зала они увидели ритуальный алтарь, исписанный теми же символами, что и на стенах.
Внезапно комната наполнилась странным светом, и в воздухе возник необычный звук, как будто кто-то призывал их. На поверхности военный корабль начал разворачиваться, готовясь к операции. Команда жаждала закончить исследование, но понимала, что время уходит. Решение нужно было принимать быстро. Либо продолжать исследование, либо спасаться бегством. Непредсказуемость ситуации создавала напряжение, и каждый понимал, что они стоят на пороге открытия, которое может изменить историю. Но риск может быть слишком высок. Темнота зала наполнилась странным светом, когда дайверы, находясь в подводном храме, начали внимательно изучать алтарь. На нем располагались артефакты, которые, по их мнению, могли быть ключом к пониманию этой затерянной цивилизации. Каждый из них чувствовал, как напряжение нарастает, когда один из дайверов осторожно поднял с алтаря загадочный предмет, напоминающий кристалл, покрытый символами. Как только кристалл оказался в руках, комната заполнилась ослепительным светом, и на стенах начали проявляться древние изображения. Силуэты людей, животных и мифических существ заиграли на поверхности, будто рассказывая историю о великой цивилизации, которая когда-то процветала в этих водах. Дайверы замерли от удивления, осознавая, что эти изображения могли быть ключом к разгадке их существования. Один из археологов, доктор Эмили Сандерс, начала записывать увиденное. Она заметила, что символы на кристалле совпадали с изображениями на стенах. Это было откровение. Кристалл, возможно, служил не только артефактом, но и источником знаний о древней культуре, его истории и даже о причинах ее исчезновения. Когда она коснулась кристалла, в голове началась проекция видений, сцены из жизни этой цивилизации, их культ, обычаи, взаимоотношения с природой. Тем временем на поверхности военный корабль продолжал приближаться. В последний момент команда на поверхности решила, что не может оставаться бездействующей. Они связались с дайверами, объяснив, что они должны спешить на поверхность, иначе рискуют быть пойманными. Но дайверы, охваченные откровением, не могли покинуть место, не изучив его до конца. Внезапно свет в зале стал ярче, и один из дайверов, на мгновение отвлекшись, увидел, что на стенах начали проявляться новые символы, которые выглядели как предупреждение. Доктор Сандерс поняла, что они могут быть в опасности. Она крикнула остальным, чтобы они сфокусировались на выходе. Но перед тем, как они могли покинуть зал, образовалась мощная волна, и дверь, через которую они вошли, начала закрываться. В этот момент кристалл, который они держали, взорвался ярким светом, и комната наполнилась энергией, которой они никогда не ощущали. Все изображения на стенах стали двигаться, и дайверы поняли — эта цивилизация оставила нечто более важное, чем просто артефакты. Они оставили предупреждение о своей судьбе и о том, что может произойти, если природа будет игнорироваться. На поверхности команда наблюдала за тем, как на дне образовались бурные волны, и в ужасе поняла, что подводные дроны, которые они заметили, были частью военной операции, которая могла бы разрушить все, что они нашли. Ситуация накалялась, и каждая секунда могла стать решающей. Дайверы должны были действовать быстро, чтобы спастись, и это открытие стало для них не только ключом к пониманию древней цивилизации, но и последним шансом на выживание. Свет от кристалла ярко светился, и изображения на стенах начали изменяться, демонстрируя сцены полной активности. Дайверы осознавали, что перед ними разворачивается не просто история древней культуры, а предупреждение о грядущей катастрофе. Каждое новое изображение представляло охоту, праздники, конфликты с природой, свидетельствуя о падении этой цивилизации. Доктор Сандерс, исследуя кристалл, заметила, что он служит ключом к пониманию судьбы скрытой культуры. На некоторых символах были изображены временные циклы, указывая на попытки цивилизации противостоять изменениям климата и наводнениям. С каждой новой сценой становилось очевидно, что они не смогли справиться с последствиями своих действий. В этот момент радиосвязь заволновалась. На поверхности команда сообщила, что военные корабли начали активные действия, а приближающиеся дроны готовились к атаке. Дайверы поняли, что время уходит. Они должны покинуть это место, но откровения, которые они получили, держали их в плену. Эта цивилизация оставила не только предупреждение о своей судьбе, но и важные уроки о взаимодействии с природой. С каждым мгновением свет от кристалла становился ярче, и стены зала начали дрожать. Это предупреждение о том, что древние механизмы, активированные светом, могли обрушиться в любой момент. Группа приняла решение взять кристалл с собой для дальнейших исследований. Доктор Сандерс заявила:
Мы не можем оставить это здесь. Это наше наследие!» Дайверы быстро покинули алтарь и направились к выходу. Волнение нарастало, когда они увидели, что дверь действительно закрывается. Они активировали дрон, чтобы проложить путь к выходу, и следовали за ним, опасаясь обрушения. На поверхности звуки военных кораблей усиливались. Когда дайверы почти достигли выхода, стены зала начали рушиться. Камни падали вокруг них, и время стекало. В последнее мгновение, вынырнув на поверхность, мощный поток воды обрушился на старый храм. Дайверы оказались в безопасности, но все еще держали кристалл, который, как они надеялись, откроет новые горизонты для понимания их истории и, возможно, поможет избежать ошибок прошлого. Теперь они стали свидетелями не только исчезнувшей цивилизации, но и актуальности этого предупреждения для современного мира. После возвращения на поверхность команда была в полном шоке от произошедшего. Дайверы, держащие кристалл, стали центром внимания. Исследования показали, что кристалл содержал уникальные знания, которые могли помочь современному человечеству избежать ошибок, приведших к падению древней цивилизации. Доктор Сандерс и ее коллеги моментально начали работу над его расшифровкой, привлекая лучших специалистов из разных областей – климатологов, археологов и историков. С каждым днем кристалл начинал открывать свои тайны. Символы, когда-то непонятные, постепенно расшифровывались. В них содержались инструкции по управлению природными ресурсами, сохранению экосистемы и поддержанию баланса в природе. Первые расшифровки указывали на необходимость бережного отношения к окружающей среде, что подтверждало предположение о катастрофических последствиях, вызванных неразумным использованием ресурсов. На фоне нарастающего интереса к находкам, правительственные органы различных стран начали требовать доступ к исследованиям и артефактам. Это вызвало споры о праве на наследие и право собственности на кристалл. Команда осознала, что располагает важной информацией, которую необходимо защищать от эксплуатации. Внутри коллектива возникли разногласия. Некоторые участники начали сомневаться в своих целях, и это создало новые вызовы. Научные исследования продолжались, и вскоре команда провела конференцию, на которую съехались ученые и журналисты со всего мира. Доктор Сандерс представила результаты работы, уверенно заявив: «Мы стоим на пороге исторического открытия, которое может изменить наше понимание взаимодействия человечества с природой». Эти слова привлекли внимание к необходимости защиты окружающей среды и вызвали интерес у общественности. Экологи, узнав о находках, начали использовать знания из кристалла для разработки новых программ охраны природы. Глобальное движение за устойчивое развитие получило мощный импульс. Общество начало пересматривать свои взгляды на использование природных ресурсов и устойчивое развитие. Изменения стали заметны по всему миру. Многие страны начали внедрять новые программы по охране окружающей среды. Через несколько месяцев последствия открытий стали более очевидными. Ученые фиксировали изменения в климате и экосистеме, подтверждая, что древние уроки о необходимости бережного отношения к природе стали актуальными. Если вам тоже стало интересно, как скрытый континент может изменить наши взгляды на природу, не забудьте нажать на кнопку подписки. А если вы хотите поддержать наши исследования и помочь нам открыть еще больше тайн планеты, загляните в описание, там есть ссылка на донат. Или просто наведите камеру на QR-код на экране, и, возможно, в следующем видео мы расскажем о вашем вкладе в эти важные изменения. Предупреждения о том, как важно заботиться о планете, начали восприниматься всерьез. Команда продолжала свою работу, но их цель изменилась. Они не только стремились раскрыть тайны кристалла, но и внедрить эти знания в современную практику. Кристалл стал символом надежды на лучшее будущее для человечества. Каждое новое открытие напоминало о том, что уроки из прошлого могут изменить путь развития цивилизации. Скрытый континент больше не был потерян. Он стал символом важности защиты природы и памяти о тех, кто когда-то жил и оставил нам уроки. Тишина вновь окутала подводный храм, но его древние тайны продолжали жить в сердцах тех, кто был готов слушать и действовать.